Нет, не занят. Да вот, сижу, отдыхаю. Перемена как-никак. Читаю свою любимую книжку. А вообще, какое мне тебе дело? Хочешь подружиться со мной? Ну, слушай, нет, спасибо, мне хватило истории с Кэтрин и Люси, с друзьями. Так что спасибо, но я больше не хочу. У тебя серьезные намерения? А как же, чтобы все ходили и тыкали пальцем и говорили: ха-ха-ха-ха, смотрите, он дружит с Розмари Уинтерс, с девочкой-мутантом, ха-ха-ха. Очень смешно. Знаешь, после всего мне очень трудно доверять людям, и откуда мне знать, что ты не очередной мудак, который хочет со мной подружиться, чтобы потом сделать больно и за спиной говорить гадости. Я больше на это не поведусь. И разве то, что я странная, тебя не отталкивает? Не думаю, что кто-то хочет дружить со мной по собственному желанию. Тебе что-то нужно от меня? Да по-любому что-то нужно. И вообще, знаешь, я скоро перееду, так что давай просто забудем. Так, до конца перемены осталось совсем не так много времени, поэтому давай я займусь своими делами. Я хотела бы читать все-таки книгу. Спасибо. Слушай, я не думаю, что это тебе интересно, тем более это детская сказка. Для меня это что-то особенное. Это мое сокровище и воспоминания о моем отце. Так что почитать. Это довольно-таки странно, но, знаешь, практика чтения вслух, в принципе, мне, наверное, не помешает. Но если ты так горишь желанием, но если будешь смеяться надо мной. Ну что ж, сказка называется «Жуткая деревня». Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки. У нее в горле пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду», — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся», — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась.
Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а в душе стало тяжко. Тогда явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод». Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказала и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. «Ты даров взяла сполна, дитя, теперь ты нам должна». И ведьма заперла девочку в зеркале. Да, эту историю читали мне в детстве. И это все, что мне осталось. Да, странно мне семейка, но это для меня очень ценно. Если тебе не интересно, ты все еще можешь уйти. Нет, это не конец. Забавно, но похоже, ты внимательно меня слушал. Ну что ж, давай я дочитаю. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Да, вот такой итог. Как ты думаешь, о чем эта сказка? Я думаю, что это история о любящих родителях, которые готовы пожертвовать собой, как отец, ради спасения дочери. Можно ли на свете любить так, как любил папа? Знаешь, а я ведь тоже не знала своего папу, когда девочка из сказки. Иногда я думаю, какова была бы моя жизнь, будь он рядом и не погиб. Катались бы мы на велике, делали бы домашку, смотрели бы фильмы, был бы он рядом со мной, гордился ли мной. Знаешь, когда мне трудно или страшно, я представляю, что бы он мне сказал. Прости, я загрузила тебя своими проблемами. Я не хотела, правда, прости. Ты вообще не должен был ничего из этого слышать. Порой мне не с кем поговорить, знаешь. Ведь у меня и правда нет друзей. Возможно, они меня просто боятся из-за того, что я какая-то не такая, что у меня есть силы. Я очень хотела от них избавиться, но это моя суть, это я. Я это приняла, и теперь нужно, чтобы приняли остальные.
В общем, опять несу все, что попало, извини. Правда. Я не должна была это говорить. Да, надо мной издеваются, потому что боятся, но ты, видимо, не боишься, раз разговариваешь со мной и слушаешь мои бредни. Ведь так? Ладно, перемена заканчивается, и нужно идти на занятия. Слушай, если хочешь, можем встретиться. Да, тут после занятий. Я заканчиваю в 4. Хорошо. Ну, тогда до встречи.